Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Сегодня воскресенье, как всегда, с вами проект Forex Times и я, Дэн Стрелков. И всех православных поздравляю со светлой Пасхой, здоровья и любви вам, вашим родным и близким. И сегодня, как всегда, мы рассмотрим вероятное движение торговых инструментов на предстоящую торговую неделю с точки зрения комплексного анализа, который, друзья, вы найдете в закрытой части комьюнити Forex Times. Присоединяйтесь к Forex Times, вы найдете и прогнозы, и торговые рекомендации, и обучение, а также у вас будет доступ к чату, где, собственно, мы с подписчиками комьюнити вместе обсуждаем и решаем вопросы, где лучше войти, какие фигуры. Там можно задавать абсолютно любые вопросы касательно трейдинга. И, ну, конечно же, обучение уже входит в стоимость подписки к комьюнити, поэтому присоединяйтесь, друзья, вы никогда не пожалеете. А сегодня евро, золото и бонусом будет австралийский доллар, и вы сразу же поймете почему, когда я его вам покажу с точки зрения месячных опционных контрактов. Но начинаем мы с евро, друзья, и я вот уже как 2 недели твержу одно и то же, то, что я по-прежнему не могу понять, что у нас происходит с точки зрения роста вот в этом временном интервале. Однако, друзья, подсмотрел у нашего коллеги, и мне понравилась идея с треугольником. И если эту идею развивать дальше с точки зрения комплексного анализа, сейчас вы поймете почему. А по той простой причине, что у нас с вами есть движение вверх, после чего треугольник А, Б, С, Д, Е, который, как вы знаете, является предпоследней волной. Следовательно, у нас сейчас последняя волна, которая очень сильно напоминает конечный диагональный треугольник, друзья. И что самое интересное, если мы изучим это чудо исключительно из правил дивергенции, то мы с вами увидим, что между третьей и пятой волнами действительно в вероятном конечном диагональном треугольнике у нас существует дивергенция. Да, и на 4-часовом таймфрейме прекрасно видно, что гистограмма осциллятора MACD падает, а рынок продолжает расти, то есть максимальные значения и минимальные постоянно повышаются, поэтому это увеличивает вероятность образования конечного диагонального треугольника. Теперь рассмотрим данный график с точки зрения коррекции, так как все-таки коли поверить в то, что у нас с вами образовалась коррекция с треугольником внутри, следовательно, мы разворачиваемся. Сейчас мы с вами не будем смотреть более подробно среднесрочные и долгосрочные перспективы данного торгового инструмента, по той простой причине, что мне по-прежнему очень нравится уровень 1.1860, да и тем более на этом уровне свежие опционные контракты на сумму более 330 миллионов долларов, но мы с вами рассмотрим краткосрочные перспективы, а именно на ближайшую торговую неделю, и эти перспективы заключаются в вероятном снижении торгового инструмента вот в этот диапазон поддержки, где находится нижний уровень диапазона прибыли маркетмейкера и максимальный открытый интерес по недельным опционным контрактам PUT. Между прочим, друзья, следует отметить, что максимальный открытый интерес под недельным опционным контрактом Call находится сейчас прямо на цене, а данный уровень представляет из себя сильный уровень сопротивления. Давайте взглянем на объемы максимального открытого интереса прямо на Чикагской товарной бирже. Выберем опционные контракты по евро-доллару, посмотрим в краткосрочной перспективе с экспирацией недельного опционного контракта на 17 апреля. И, друзья, что мы с вами увидим, это огромный объем, прошу прощения,
огромный объем опционных контрактов в put. И вот это совсем небольшой объем, более чем в 2 раза меньше опционных контрактов в call. Это означает, что профессионалы ожидают снижения цены к данному опционному контракту. Собственно, вот у нас уровень 1.1465. На сегодня 1.1465, но вы должны понимать, что цены Чикаго отличаются от цен на спотовом рынке, так как на Чикагской товарной бирже это срочный рынок, а на срочном рынке торгуются опционные и фьючерсные контракты. Опционы привязываются к базовому фьючерсному контракту, и цена фьючерсного контракта на сегодня по евро-доллару составляет 1.1736, друзья, а на споте 1.1724. Поэтому страйк по опционному контракту здесь у нас 1.15, а у нас пониже 1.1465. Но разница эта, чем ближе экспирация, тем будет уменьшаться. Поэтому на спотовом рынке целевой уровень по чуть-чуть будет подползать. Может даже каждый день на 2-3 пункта, но стремиться вверх. Разумеется, на фьючерсном рынке страйк останется на том же уровне, а на спотовом рынке он будет меняться. Вы должны это учитывать, если самостоятельно решите заглянуть на данные Чикагской товарной биржи. Но все-таки давайте немножко заглянем в среднесрочную перспективу, просто посмотреть, что у нас по контрактам месячным с экспирацией на 8 мая. И мы здесь увидим огромное скопление опционных контрактов в put, действительно огромное скопление. А чтобы вы понимали, профессионалы на Чикаго в основном используют опционные контракты для хеджирования своих фьючерсов на покупку, если это опционные контракты put, а если опционные контракты call, тогда на продажу. И мы с вами видим, что очень хороший план – это снижение цены в краткосрочном перспективе и потом уже разворот. Почему разворот? Потому что здесь будет вход огромного объема фьючерсных контрактов именно на покупку. Давайте посмотрим, где у нас эти фьючерсные контракты put. И один из основных это 1.15, страйк 1.15. И что самое главное, смотрите, страйк 1.15 на месячных опционных контрактах и страйк 1.15 на недельных опционных контрактах. Поэтому, друзья, в краткосрочной перспективе ожидаем снижения к уровню 1.15 по фьючерсной цене, ну по спотовой цене пока 11.1465. А теперь давайте заглянем в толпу. А что же у нас делает толпа? И мы с вами предполагаем, что мы увидим 11.1465, может быть 11.1475, то есть примерно цена упадет сюда, и мне это не очень нравится с точки зрения толпы, друзья, по той простой причине, что я прекрасно вижу, что в данный момент у нас 66% продавцов. А это означает, что если цена будет падать, то вот весь этот убыток продавцов, вплоть до уровня 1.1465, превратится в их прибыль. Обычно рынок не отдает вот так запросто прибыль. Но, друзья, здесь есть еще один момент. Это крупное скопление стоп-лосс ордеров покупателей. Это стоп-лоссы покупателей. А теперь внимание, друзья. Когда вы смотрите на данные толпы, то для вас основным приоритетом является количество продавцов, или здесь у нас покупателей, и крупнейшее скопление уровней стоп-лосс. Почему? Потому что уровни стоп-лосс, если цена их активирует, это гарантированный убыток трейдера. Это гарантированный убыток трейдера, цена сожрала стоп-лосс. А если цена упадет и убыток текущий или оперативный, как хотите называйте, убыток продавцов станет их прибылью, то еще вопрос, сколько продавцов закроет свои позиции.
половина или 30%, или все позиции, которые были убыточными, они их закроют в прибыль. Мы этого не знаем, и рынок тоже не знает. Но учитывая жадность, в принципе, трейдеров, плюс есть два момента. Есть жадность трейдеров и есть такой, такая черта трейдеров, когда цена хотя бы немножко уходит в профит, они и закрывают сделки. А если цена уходит в минуса, они будут держать бесконечно, бесконечно. Поэтому считается такое негласное правило, что рынок работает именно против толпы. Потому что толпу нужно полностью разорить. И вот мне не нравится думать о краткосрочном снижении, потому что у нас продавцов в данный момент 66%, и их, разумеется, станет меньше. Мне это не нравится, но логика здесь есть, потому что я вижу достаточно крупное скопление стоп-лоссов покупателей, а значит, рынок немного опускается, выкидывает из рынка покупателей, и потом резко разворачивается таким образом, чтобы, например, продавцы не успели зафиксировать всю свою прибыль и улетает вверх. Тем более, может быть, здесь еще продавцы что сделают? Рынок падает, и их убыток становится их прибылью, и они начинают выставлять стоп-лоссы в безубыток на уровень открытия позиций на продажу. Рынок это видит, он кушает стоп-лоссы продавцов, разворачивается вверх, чтобы слушать стоп-лоссы покупателей и продавцов, например, у нас будет процентов 60 на этот момент. Рынок разворачивается, продавцов резко увеличивается там уже под 70%, и мы улетаем вверх. Но это уже история не текущей недели, прошу прощения, не той недели, которая будет у нас сейчас. А на данную неделю рассматриваем краткосрочное снижение, потому что стоп-лоссы покупателей мне очень нравятся. Если бы я был рынком, я бы действительно их скушал, потому что выглядит это вкусно, друзья. Поэтому уровень 1.1465. Назову этот уровень для снижения. Но вообще-то в дальнейшей перспективе, возможно, от этого уровня мы уже увидим рост. Потому что профессионалы Чикаго начнут заходить фьючерсами уже на покупку огромными объемами. Золото, друзья. По золоту до сих пор есть два варианта развития событий, но у обоих вариантов есть общий знаменатель, скажем так, из математики. Это вот это вероятное снижение. Друзья, первый вариант – это начальный диагональный треугольник, и я посчитал, правило здесь подходит. И, может быть, кто-то может сказать, что первая волна меньше третьей. Нет, друзья, я посчитал, первая волна больше третьей, третья больше пятой, вторая больше четвертой. Все правила здесь подходят, а следовательно, нам не хватает, казалось бы, еще коррекций и продолжения роста. Коррекции куда? В направлении максимального открытого интереса по недельным опционным контрактам пут к уровню примерно 4480. Мы даже можем посмотреть сразу с вами на Чикаго. Этот страйк, опять же, вы тоже можете зайти самостоятельно, посмотреть, чтобы вы понимали, как можно делать комплексный анализ. Или присоединиться к комьюнити Forex Times, и мы с вами вместе будем заниматься этим анализом комплексным. Собственно, посмотрите, пожалуйста, друзья, уровень страйка 4500 у нас. Вообще 4500, да, кстати, 4500. Разница сейчас между фьючерсной и спотовой ценой золота очень большая. Смотрите, 4787 это фьючерс, и 4749 это спот. Вы поняли, в чем большая разница. Но так как мы с вами торгуем на спотовом рынке, поэтому я вам говорю цену спотового рынка 4480, после чего мы увидим рост. И, друзья, второй вариант – это вариант, при котором снижение еще не закончилось, так как у нас может быть еще волна 1, 2, 3. Сейчас развивается четвертая волна, и не хватает еще 1/5 волны, после чего
Мы увидим большой рост, причем большой рост, нам про это говорят опционные контракты Call. Я вам даже покажу сейчас скопления. Так, очень неплохие скопления, друзья. Здесь у нас миллиард 659 миллионов, здесь 909 миллионов, и здесь 3 миллиарда 82 миллиона американских долларов. Здесь же находится максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам Call. И что интересно, за снижение еще может говорить один факт. Если мы натянем немножко сову на глобус, то мы увидим такую, может быть, псевдотрендовую линию, может быть, трендовую линию, где цена сейчас находится у основания, скажем, этой трендовой линии, но снизу. И, следовательно, нам не хватает еще одной волны вниз. Итак, друзья, мы с вами выяснили, что и у первого, и у второго вариантов есть общий знаменатель – это снижение. Только второй вариант – снижение очень большое. Но если мы с вами обратимся к краткосрочным данным Чикаго на 17 апреля, опционные контракты мы с вами посмотрим, то вы увидите, какие огромные объемы. Давайте я пониже сделаю, чтобы страйки можно было посмотреть. На страйке 5000 огромные объемы. Вот вы посмотрите, пожалуйста, у нас здесь опционные контракты put – это огромные объемы опционных контрактов call. Вопрос, так где же профессионалы ждут цену? Конечно же, большинство профессионалов ждут цену на страйке 5000. Если мы обратимся к спотовой цене, это будет примерно 5470. Примерно там у нас находится в данный момент максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам Call, поэтому мне больше льстит, прошу прощения, я не туда посмотрел, я посмотрел на месячные контракты, а мы только что с вами смотрели недельные контракты. Друзья, конечно же, я только что подумал, почему такая разбежка огромная. Нет, конечно же, по недельным контрактам у нас уровень 4980. И я предполагаю, что вариант номер один будет более, так скажем, более интересен. Но, друзья, самое что интересное, внимание, если цена вырастет без падения к этому уровню, продаем сразу же. Вот моментально продаем, потому что вы видели огромные объемы опционных контрактов Call. А опционными контрактами Call профессионалы хеджируют свои фьючерсы на продажу. То есть на этом огромном объеме будет, скорее всего, вход в рынок фьючерсными контрактами сумасшедших объемов, сумасшедших. И рынок, разумеется, пойдет вниз. Поэтому, если такое произойдет, рост без отката, мы сразу же будем продавать. И давайте, конечно же, месячные контракты посмотрим. На 27 апреля запланирована экспирация. Так, тут не очень видно хорошо, сейчас будет хорошо видно. Вот, друзья, посмотрите, к сожалению, не могу ничего предположить. Есть объемы и внизу, есть объемы и наверху, и они практически одинаковые, видите, ничем не выдающиеся. Вот когда у нас один из объемов больше другого в 2 раза, вот тогда о чем-то можно говорить, что профессионалы ждут цену к этому уровню, а значит стараемся в направлении него работать. По месячным опционным контрактам я просто ничего сказать вам не могу. Поэтому остается два варианта, но уровень, если мы говорим про фьючерсный уровень, то страйк 5000. Если говорим про спотовый, то 4980. 4980 очень классный уровень, от которого либо мы будем продавать, либо в краткосрочной перспективе у нас снижение и потом покупка в направлении этого уровня. То есть вариант номер один, как вы поняли, мне нравится больше. Но, друзья, если вы думаете, что же делать, продажи. У нас с вами, скажем так, давайте, чтобы еще было проще, сейчас я сделаю. У нас с вами вот такие вот продажи. Вот. Либо туда далеко вниз, это вариант номер два. Вот, вариант номер один – это продажи к
уровню максимального открытого интереса по недельным опционным контрактам PUT и отсюда уже рассматривать покупки. Это вариант номер один, он мне нравится больше, исходя из структуры, волновой структуры рынка. Но я могу ошибаться, потому что волны Эллиотта, как вы знаете, это искусство натягивания совы на глобус. Ну что ж, друзья, теперь австралийский доллар, и как я сказал вам, вы поймете сразу, почему мне очень понравился этот инструмент, потому что, внимание, друзья, у нас появилось очень свеженькое скопление опционных контрактов Call на 230 миллионов. 230 миллионов – это очень хороший, очень классный уровень, а здесь же еще находится максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам. Call, друзья, поэтому сразу сейчас называю уровень. Уровень 0.72, отметьте себе, пожалуйста, это стратегический уровень 0.72 по австралийскому доллару. И как мы к нему можем заползти? Ну, достаточно несложно, и я надеюсь, рынок нам эту возможность предоставит. Так, 3, 4, 5. Друзья, обращаю внимание, собственно, импульс волны 1, коррекция в волне 2, начальный диагональный треугольник, волна 1 младшего порядка, 2 младшего порядка, 3, 4, 5 младшего порядка в волне 3 старшего порядка, ожидаем волну 4, ожидаем волну 5, потом коррекцию и рост. Вот этот план идеальный. Рынок, конечно, может абсолютно наплевать на наши желания и сделать все очень просто. Вот так. На! Ну и как это ловить, очень непонятно. Однако давайте с вами обратимся к Чикаго и посмотрим по австралийскому доллару именно краткосрочные и среднесрочные объемы. И мы с вами увидим очень интересную закономерность. Первое, посмотрите, пожалуйста, это на ближайшую торговую неделю объемы, и это опционные контракты PUT. Вы прекрасно видите, какой объем. И страйк 69.25. 0,6925. Вот этот объем. То есть мы с вами видим максимальный открытый интерес по недельным опционным контрактам Call и Put. Но вы только что увидели на Чикаго, что объем путов огромный. А значит, цена будет стремиться к этому уровню. И, внимание, сейчас мы посмотрим с вами среднесрочный с экспирацией на 8 мая контракты. И здесь вы уже видите совершенно другую картинку. Уровень 0,72. Страйк, прошу прощения, не уровень, страйк 0,72 по опционным контрактам Call. И вы, собственно, видите объемы в 2 раза превышающие объемы контрактов Put. То есть в краткосрочной перспективе у нас по путам огромные объемы, а в среднесрочной перспективе по колам. Это означает, что с большой вероятностью мы делаем вот что. Цена в краткосрочной перспективе корректируется к максимальному открытому интересу по недельным опционным контрактам. Put, я вот сейчас вот так вот лучше сделаю, да, Put, и потом выстреливает в направлении уровня 0,72. Вот почему я сказал, что это идеальный план. А также, друзья, обратите внимание, пожалуйста, вот на этот уровень. Шикарный уровень. Тестирование раз, тестирование два, тестирование три, пробитие. Тестирование, пробитие. И нам не хватает протестировать этот уровень. Так почему бы нам его не протестировать и от него же не купить в направлении уровня 0,72? Прекрасный план, прекрасный уровень. Я надеюсь, что цена не сделает, как обычно, хопа, и все. И мы с вами будем смотреть широко открытыми глазами, а что это было? А кто это сделал? И давайте еще посмотрим толпу. Что у нас там вообще о себе думает толпа по австралийскому доллару? А толпа по австралийскому доллару, обратите внимание на огромные убытки продавцов. И продавцов у нас с вами 60%.
Более того, посмотрите, пожалуйста, что в случае снижения цены у нас достаточно неплохое скопление лимитных ордеров на покупку. Здесь ордера buy limit. 45% от общего количества отложенных ордеров это все ордера buy limit, то есть снижение цены активирует эти ордера. С большой вероятностью покупатели смогут каким-то образом либо остановить падение цены, либо развернуть ее вверх. Тем более, учитывая, что у нас продавцов 60%, а покупателей 40%, то работать в направлении продавцов нет большого смысла, а вот в направлении покупателей очень даже. Ну и тем более вот эти огромные убытки, я даже не представляю, что должно случиться, чтобы цена упала на 300 пунктов, и эти убытки превратились в прибыль продавцов. Это будет какой-то кошмар, реально. Вот. Так, ну что ж, друзья, давайте подведем итог. Мне очень нравятся покупки австралийского доллара, но, как я уже сказал, исключительно давайте дождемся коррекционную структуру и после этого будем покупать, тем более потенциал роста в районе 250 пунктов. Я думаю, что если зайти со стоп-лоссом пунктов 60-65, соотношение стоп-лосса к тейк-профиту получится 1 к 4. Очень неплохое соотношение риска, собственно, к прибыли. По золоту, к сожалению, друзья, у нас два варианта. Мне, конечно, нравится первый вариант с начальным диагональным треугольником, но я абсолютно не исключаю, что у нас будет вариант еще и с пятой волной. Поэтому как здесь выкрутиться, не очень понятно, если честно. И по евро мне очень нравится перспектива краткосрочного снижения. И тут пунктов 250, друзья. И вот по евро перспектива краткосрочного снижения. А потом будем смотреть, но что-то мне все-таки подсказывает, что по евро мы увидим после снижения рост. Я еще раз гляну месячные контракты. Да, друзья, да, после снижения мы попадаем в диапазон очень больших объемов по опционным контрактам put, где профессионалы начнут уже заряжать покупки. Поэтому давайте вместе с профессионалами будем заряжать покупки по евро после снижения к уровню 1.1465. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Если для кого-то лекция показалась очень длительной и скучной, то прошу меня простить, но я надеюсь, что она была для вас очень полезная. Приходите в комьюнити. Сегодня мы с вами поговорили про 3 торговых инструмента. В комьюнити мы разговариваем про 12-14 торговых инструментов, и у нас всегда есть какие-то ордера в работе, открытые ордера, поэтому приходите, вы никогда не пожалеете. Всех еще раз со светлой Пасхой, всем еще раз добра и здоровья, классного вечера и пока-пока.